Привет, друзья! Снова с вами Жека Художник, в своей творческой мастерской. И сегодня я вам хочу показать, как я сделаю журнальный столик из вот такого вот клена. Это доска клена. И здесь у меня есть кусок ясеня, из которой я сделаю вторую пару ножек. Размеры, допустим, всего слэба у нас 145 сантиметров. Общая ширина будет где-то 37-38 сантиметров. Ну а далее вы все сами увидите. Поехали! В общем и в целом немножко выровняли всю эту плоскость. Сейчас нужно снять кору. Есть две насадки для брошюровки коры. Вот такая вот более жесткая. Это латуневая проволока. И с нейлоновым ворсом. Вот такая вот. Обе насадки идут на дрель. Ну вот, в принципе, что получилось у нас. Кора полностью снята и зачищена. Итак, выровняли все плоскости. Следующий этап у нас обрезать лишнюю древесину. Я делаю это таким образом. Значит, у меня линейка проходит по прямой, плюс-минус, как бы угол 90 градусов соблюдаем. Немножко шлифуем торец для того, чтобы можно было наклеить скотч, чтобы вот эти вот щели закрыть и залить эпоксидкой. Вижу здесь небольшую трещину, которая уходит под углом внутрь. Я думаю, что можно как-то обрезать и тем самым расширить немножко вот этот канал, чтобы немножко больше эпоксидки было, чтобы площадь эпоксидки немножко больше, чтобы немножко интереснее как бы рисунок был. Размешиваю здесь эпоксидочку. Значит, у меня тут получается внутри серебрянка. В общем, эта серебрянка, она дает такой эффект металлики. В общем, эта серебрянка, в отличие от других примесей, которые добавляются в эпоксидку, она не стекает вниз. В смысле, не падает, а остается в структуре самой эпоксидки. В общем, пока это вот так вот выглядит. Ну вот, на следующий день эпоксидка высохла полностью. Вот таким вот образом все это происходит. И что мне нравится, после лезвия не нужно шлифовать 1000 наждачек всяких разных применять. Достаточно пройтись лезвием. Один ровный, допустим, вот такой вот проход. И эпоксидка приобретает такой уже прозрачный цвет. То есть нету таких рисок, как после наждачки, все такое. Вот как это выглядит в готовом варианте. Теперь то же самое нам нужно сделать с обратной стороны. Итак, пока эпоксидка сохнет, мы займемся ножками.
Для того, чтобы сделать квадрат, нам нужны как бы две ножки. Ну, получается, да, вот эти вот две ножки длинные и две короткие. Длинные мы сделаем по высоте самого столика. Это где-то 45 высота. Ну, у меня будет где-то 46. Дам немножко допуск. И остаток у нас должна равняться ширине столешницы. Остаток 36. Итак, у нас получилась ширина всей заготовки 12 сантиметров. Это значит пополам будет 6. Толщина у нас 35 на 60 миллиметров. Выставили угол 45 градусов. Подготовили струбцины, либо вот такой вот ремешок для склейки. Итак, на следующий день эпоксидка высохла, рамка наша высохла. И вот так она будет смотреться. Вымеряю от пола до верха 44,5. Ну, поскольку высота у нас тех квадратных ножек 44, здесь даю с допуском 44,5. Резать все это будем под углом 45 градусов, чтобы вот эта часть встала вот так вот. Отполировали поверхность. Теперь у нас стоит задача склеить вот эти вот две детали. Сразу установить вот эту ножку и по ней ориентироваться. Вот так вот видно, у нас здесь немножко выпирает. Сейчас я постараюсь это дело выровнять именно таким образом. О. Теперь вот видите, у нас заподлицо. Вот так все это дело выглядит. Я поставил вот эти вот струбцины. Поочередно зажимаем все 4 струбцины. Я хочу поставить еще одну струбцину сюда посередине, чтобы прижать еще центр. Итак, подготовили ножку к покраске, обеспылили. Лично я буду красить ее в темный цвет, потом шлифану текстуру и потом покрою бесцветным полиуретановым лаком, паркетом. Итак, ножка склеилась.
Итак, нижнюю часть столешницы я уже покрыл один слой краски, паркетный полиуретановый лак. Все зафиксировано очень мощно. Никаких шатов нету. Теперь можно красить. Итак, лак я буду использовать полиуретановый. Лак паркетный, полиуретановый. Сохнет он около 8-24 часа и разбавляется вот таким вот разбавителем. Ну вот, собственно, первый слой высох. Сейчас на нем есть бульки, всякая пыль. Все это нужно зачистить, зашлифовать. Итак, дорогие друзья, столик готов, лакирован. Вы можете видеть, как он смотрится в интерьере. Кому ролик понравился или был полезен, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех моих роликов. И в любом случае, спасибо за просмотр.